Добрый день. У нас в гостях председатель Комитета Республики Адыгея по делам молодежи Махмуд Каратабан. Сегодня мы поговорим о предстоящем Дне молодежи в России. Махмуд Анзорович, на ваш взгляд, День молодежи в России уже стал официальным праздником? Или все-таки это день такой больше мероприятий для галочки? Честно говоря, каждый участник этого процесса, который называется День молодежи, наверное, свой смысл в это вкладывает. Какие-то люди, услышав этот день, задумываются о том, куда ушла молодость, насколько ее можно продлить сегодня, вернуться в какие-то ее лучшие страницы. Какие-то люди в виде специалистов по работе с молодежью рассматривают это как чисто профессиональный праздник специалистов в области работы молодежной политики. Государственные какие-то институты рассматривают этот день как повод для подведения каких-то итогов или промежуточных результатов, оценки, так сказать, перспектив дальнейших. А сама молодежь, честно говоря, по большому счету, наверное, особо и не вспоминает про этот день и не воспринимает его как какой-то день в своей жизни, ассоциируя себя с представителями вот этого вот слоя условного общества молодежи. И в этом смысле не совсем понятно с точки зрения молодежи, как воспринимать этот праздник. То ли это как праздник принадлежности какой-то возрастной группе, то ли это праздник как повод для того, чтобы сегодня оторваться по полной программе, то ли еще какое-то обстоятельство. В этом смысле однозначного ответа нет на этот вопрос. Из моего ответа, наверное, было видно, что для нас это граница условная для того, чтобы подвести черту, для того, чтобы наградить лучших, для того, чтобы поблагодарить специалистов в области работы с молодежью за то, чем они занимаются ежедневно. В любом случае праздник будет. Вот конкретно комитет готовит что-то такое интересное, с чем сегодня, 27 числа, молодежь встретится, выйдет в город, что-то увидит. Даже этот день мы должны использовать, так сказать, в ключе общей задачи, которая перед нами стоит. Наша задача как бы воодушевить молодежный подвиг. И в этом смысле мы должны в этот день показать успешных людей в качестве примера для того, чтобы сказать, вот на кого вы должны быть похожи, каких успехов можно достигнуть благодаря, так сказать, усердию. В этот день для нас открывается возможность объявить благодарность каким-то людям, которые самоотверженно в каком-то смысле ежедневно занимаются с молодежью. И, естественно, напомнить молодым людям о том, что есть особый день, который государство установило для того, чтобы обратить внимание на эту социальную и возрастную группу. И в этом смысле вот эти вот маленькие аспекты большого, так сказать, вопроса мы постараемся реализовать в течение 27 числа, День молодежи Российской Федерации. И в этом смысле вопрос только в формах. Одна из форм, которую мы будем реализовывать для того, чтобы схватить молодежь разных национальных, культурных каких-то слоев, это автопробег по городу Майкопу, который будет из числа представителей различных национальных, общественно-политических и прочих организаций. И в этом смысле мы должны самой молодежи дать возможность стать плечом к плечу и показать всему обществу, что это возможно и так должно быть. Вторая часть, так сказать, этой акции будет связана с официальными, так сказать, наградами, с официальными, так сказать, итогами, речами и обращениями в адрес участников процесса, который мы называем молодежной политикой государства и объекта, так сказать, этого процесса молодежи. С другой стороны, мы дадим возможность этой молодежи, так сказать, воспользоваться этой формальной площадкой для проявления собственных талантов, для того, чтобы показать, чего они могут, чего не достигли. Это будут и творческие номера, это будут всевозможные, так сказать, показательные выступления, которые наши активисты подготовят к этому. Я прошу прощения, это все на центральной площади. Это все будет проходить на площади Дружбы города Майкопа 27 числа, автопробег даст старт 18:00, официальная часть начнется на площади Дружбы 19:00. Естественно, кроме того, что непосредственно наш комитет по делам молодежи организовал, будет большая работа проводиться по всей Адыгее. Так сказать, каждая администрация муниципального образования готовит этот день в лице наших коллег, соответственно, в своем формате будут какие-то мероприятия проводить. Конечно, в основном они будут носить праздничный характер и особый характер. Раз мы заговорили о том, что какие-то итоги комитет будет подводить в рамках этого праздника, давайте поговорим о работе комитета за прошедшие, практически уже полгода, собственно, осталось одна неделя. Да. Вот что вы могли выделить положительного, что не удалось еще сделать, какие, может быть, моменты, которые переходят из года в год, в силу обстоятельств, которые не зависят от регионального уровня власти и так и не могут быть решены? В этом году мы реализуем
реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Адыгеи» на 2012-2014 год. Принципиально предыдущая целевая программа, которую мы тоже в течение 3 лет реализовывали, она отличается наличием, так сказать, новых направлений работы. Ну, таких как антинаркотическая работа, таких как антитеррористическая работа, и таких как вопросов, связанных с межнациональными отношениями и так далее. И в этом смысле как бы расширяется официально признанный государством спектр вопросов, которые комитет должен курировать. С другой стороны, формы, конечно же, остаются прежними. Речь идет о проведении мероприятий. Другой вопрос, что мы перед собой поставили задачу кардинально изменить подход к организации этих мероприятий. Во-первых, добиваться их масштабности, охвата всей республики в этом процессе. Во-вторых, так сказать, вовлечение общественности в этом процессе, то есть в организацию проведения самих мероприятий. Чтобы комитет выступал координатором, инициативу, которая от нас исходит или от общественности, мы превращали в документы в виде целевых программ для того, чтобы получить, с одной стороны, официальный статус, придать этим мероприятию, с другой стороны, официальное финансирование, так как мы живем в современном, так сказать, экономически со своими законами мире, поэтому обойтись, несмотря на то, что мы говорим о слове общественности, о каких-то издержках, расходах, которые нужно оплатить для того, чтобы что-то случилось, мы не можем. И в этом смысле, конечно же, мы все идет по плану, есть, как я уже сказал, ведомственная целевая программа, которая на весь год предусматривает конкретные мероприятия. Есть концепция выноса физического, так сказать, республиканских предприятий на территории муниципальных образований. И в этом смысле итоги полугодия – это реализация ведомственной целевой программы на 50% от общего плана. Естественно, в силу таких обстоятельств, как время, весна, конец учебного года, студенческих и прочих обстоятельств, первого полугодия предусматривал конкретные мероприятия. Это и праздники государств, которые попали на этот день. Ну, совсем недавно, буквально 22 июня, мы подвели итоги под проведение мероприятий, связанных с этой нехорошей трагической датой. И в этом смысле новым выступила более масштабная, так сказать, реализация мероприятий, связанных с этим. Но мы стремимся к тому, чтобы все 190 условных объектов, которые есть в Республике Адыгея, связанных с этой темой, я имею в виду памятники, обелиски, мемориалы, были охвачены таким ритуалом, как молодежный почетный хорол после мероприятия. И в этом смысле есть еще много потенциала, не исчерпанного, не доведенного до ума, потому что в идеале хочется видеть в качестве участников этого мероприятия лучших школьников, лучших учащихся наших учебных заведений, и чтобы была мотивация, так сказать, получить это право оказаться на этом посту. Сегодня же мы пока находимся в начальной стадии, когда доводим до сознания и дирекции школы, и дирекции муниципальных образований, ну, наверное, самих школьников, о важности этого вопроса и необходимости к нему относиться посерьезнее, чем у нас получается. То же самое касается о формах, так сказать, которые в этот день применяют наши коллеги в муниципальных образованиях. Нам хочется, чтобы это все было систематизировано. Я сейчас говорю подробно о последнем буквально мероприятии, прошедшем 22 июня, но по большому счету такой же разговор можно вести о каждом из них. Поэтому итоги за полугодие – это проведенные мероприятия, определенные выводы, связанные с тем, к чему стремиться и какие принципы, так сказать, выстраивать в нашей работе. Поэтому, как бы, любое мероприятие, оно является нашим опытом, является пониманием ситуации, является формированием нового актива, и за полгода, конечно же, мы немножко продвинулись. Кстати, об опыте. Вы поддерживаете, взаимодействуете со своими коллегами на юге России? Потому что не на юге России, а других регионах. Естественно, мы стараемся контактировать с ними просто потому, что у нас есть общие интересы, и нам важно понимать, как работают наши коллеги с точки зрения технологий, с точки зрения опыта, не говоря уже о наличии других, так сказать, идеологических моментов, связанных с тем, что наши жители республики Адыгея, молодежь, должна знать всю Россию, должна любить всю Россию, а не только собственный город или собственный субъект. Никакой любви, никакого патриотического отношения к России в целом не возникнет, если ты, проще
говоря, совсем не знаешь. И в этом смысле очень важно контактировать и перемещать, так сказать, молодежь хотя бы на уровне нашего межрегионального сотрудничества, если то, что касается общефедерального, не так просто организовать. С материальной точки зрения географический охват обеспечить такое очень сложно. Поэтому такую возможность, которая есть у нас благодаря нашему соседству, не использовать мы не можем. Очень позитивно в этом плане играет и инициатива Федерального агентства по делам молодежи, связанная с тем, чтобы собирать окружные совещания наших коллег и обсуждать способы нашего взаимодействия. Координирующая роль здесь очень важна. Потому что, с одной стороны, у каждого из нас свои какие-то планы, свои проблемы, свои интересы, своя загруженность. С другой стороны, может не возникнуть после инициативы выходить на связи между собой. В этом смысле координирующая роль очень важна, и роль федерального агентства, на мой взгляд, именно в этом заключаться должна. Вы несколько раз на уровне правительства поднимали вопрос о том, что не во всех муниципальных образованиях Адыгеи работа с молодежью поставлена на, как правильно сказать, на официальный уровень. Нет должностей, нет людей, которые конкретно отвечают за это направление. Как-то меняется сейчас ситуация? С учетом того, что мы постоянно говорим о том, что необходимо профилактику наркомании, проводить алкоголизм и так далее. Я за создание системных решений любой проблемы, потому что мы можем увязнуть в каких-то текущих вопросах, пытаться проводить какие-то отдельные мероприятия, контактировать с отдельной группой молодых людей. Энергии много на это уйдет, денег на это много уйдет, но по большому счету выплеск может быть минимальным. В том смысле, что да, например, реализовали социальную программу, проведя множество мероприятий на большое количество финансовых расходов, можно прийти к двум вариантам в качестве результата. Первый вариант – это проведенные мероприятия и все. А второй вариант – изменение ситуации кардинально. Но изменить ситуацию кардинально можно только если систематизировать всю эту работу. Один из элементов этой системы – это в равной степени формализованные ответы на вопросы. Что из себя представляет с точки зрения организационно-правовой формы, структурных подразделений муниципальных администраций, работающих с молодежью. Проще говоря, есть ли специальное подразделение, у которого в качестве уставных задач именно этот спектр вопросов? А не является ли это дополнительной нагрузкой для какого-нибудь чиновника муниципального уровня, которому до этого дела на последнем плане находится, не говоря уже о том, чтобы посвящать этому свое внутренний мир. Поэтому это первое обстоятельство, с точки зрения формализации, которое необходимо решить. Чтобы в каждом муниципальном образовании одинаковый статус с точки зрения административной иерархии имело подразделение, которое занимается работой с молодежью. Второй аспект – это перечень направлений, которые они должны отрабатывать в этой самой работе. Он должен быть одинаковый для всех по всей республике Адыгея, не говоря уже о том, что все, о чем я сейчас говорю, должно происходить по всей России. Третий аспект, как результат второго, это наличие муниципальных целевых программ по работе с молодежью, которые согласованы между собой на уровне межмуниципального взаимодействия, чтобы они предусматривали контакты и межмуниципальные мероприятия. И, естественно, это все должно быть, вот эти все программы мероприятий, которые в муниципальных целевых программах заложены, должны быть согласованы с нашей ведомственной республиканской целевой программой, чтобы мы в итоге, сложив этот общий пазл, получили одну картину. Третий момент, который связан с формализацией работы наших коллег в муниципальных образованиях, это материально-техническое и финансовое обеспечение их деятельности, начиная с штатного расписания, начиная с количества работников, которые занимаются с молодежью, заканчивая инструментами, которые есть в их руках. И в этом смысле я бы хотел обратить внимание на то, что вот эти все вопросы не решены на всероссийском уровне. Дело в том, что мы все можем обратить внимание, что 5 лет назад, 6 лет назад не было никакого Министерства спорта, туризма и молодежной политики. Формирование, так сказать, нового правительства привело к появлению этого министерства. Прошло 5 лет, оно поработало, мы видим новый состав правительства, где эти условно направления разделены, а та часть, которая представляла молодежную политику в министерстве, исчезла напрочь.
департамент, так называемый, который был в этом министерстве по молодежной политике, трансформирован. Осталось Федеральное агентство по делам молодежи, которое передано на управление образованием. В каждом из вариантов, который был или, возможно, будет, есть свои плюсы, есть свои минусы. Но как бы хорошо не было из-за новых решений, все равно остается открытым вопрос. Это решение временное или это понимание того, что это стратегия нашего работы с молодежью и дальнейшего развития? Или это случайное решение, которое было принято, исходя из каких-то субъективных представлений тех, кто принимал подобные решения, приходя к каким-то формальным, так сказать, вещам, которые мы сейчас получаем. И я, как бы это не выглядело немножко некорректно, я вижу, что все-таки это, наверное, понимание сегодняшних людей, исходя из сегодняшней ситуации. Но никак не какая-то стратегия, которая дальше должна продлеваться в каждом регионе и далее по лестнике иерархически. То есть это, по большому счету, для нас ничего не изменилось, а с другой стороны говорит нам о том, что у них нет ясности, к чему идти, и нет какого-то общественного обсуждения этого вопроса, к чему идти в плане работы. И как результат, а может быть это и есть результат, отсутствие в общественном сознании четкого понимания, чем занимаются люди в государстве, которые называют себя специалистом по работе с молодежью. Ну, соответственно, инициативам снизу негде аккумулироваться. Да, если вот в отношении Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, у каждого человека, умного или не очень, понятно, что эти люди занимаются здравоохранением в нашей стране, то есть вопросами больниц, врачей, лекарств, а правоохранительные органы занимаются нашей безопасностью физической и юридической, то чем конкретно занимаются люди по работе с молодежью. И в этом смысле каждый понимает по-своему, такого однозначного ответа нет. К сожалению, его порой нет таких представителей органов власти, которые должны какие-то решения принимать и курировать работу, в том числе наших коллег национального образования. Во многом это происходит, как формирование этого ответа происходит субъективно. Кто-то в личной жизни столкнулся с какой-то проблемой и что-то понял, чего-то не понял. Кто-то воспринимает нашу работу как необходимость обеспечить досуг молодежи, в том смысле, чтобы им скучно не было по вечерам после школы или после работы. Кто-то, кто в жизни столкнулся с более серьезной проблемой, начинает говорить о том, что трудоустроить надо молодежь, и нам вопросы задавать по этому поводу. Кто-то, дойдя до уровня формирования семьи, говорит, так, мы молодая семья, нам нужно помогать для государства со своей молодежной политикой. Кто-то еще о каких-то более сложных социально-экономических вопросах может говорить, и он вправ в том смысле, что он не разделяет государственные какие-то структуры подразделения, он обращается к государству в целом, говорит, государство решает задачу, связанную с... Другое дело, что мы в системе государства должны понять, кто за что отвечает. И в этом смысле понимать роль экономического блока в лице Министерства экономического развития, роль социального блока в Министерстве социальной защиты и роль нашего блока в лице комитета. Вопрос какого блока? У меня есть ответ на этот вопрос, и я считаю, что именно такая стратегия в государстве должна быть, в том смысле, что если мы также ответим, как я сейчас предложу ответить на вопрос, вот наш блок в чем заключается, должно все на свои места стоять. Наш блок, как мне кажется, заключается в идеологической работе с молодежью. И здесь не надо пугаться этого термина, воспринимая как некое возвращение в какой-то советский стандарт, когда людям нас управляют. Нет, конечно. Но любой человек должен иметь идеи, ради которой он живет. Любой народ должен иметь идею, ради которой он развивается или в критические дни защищает свое государство, свою страну, свою территорию. И в этом смысле отсутствие этого ответа на этот вопрос – первая проблема. Вторая проблема – отсутствие инструментов, так сказать, поддержания в людях этой идеи как важно. Потому что святое место, как говорится, пусто не бывает. Если государство не определится с ответом на вопрос, к чему молодежь страны должна стремиться, альтернативные, так сказать, источники зевать не будут. Мне кажется, что в продолжение темы, что с этим как-то связано то, что молодежь сейчас, ну скажем так, ударилась в религию. Причем ударилась, скажем так, русская часть ударилась в сектантство, в откровенное, а адыгская в довольно радикальный ислам, скажем так. Ну, то, что я понимаю, я могу только об этом говорить.
понимаю, что эти люди идут в ту или иную как бы сферу религиозную далеко не с идеей какого-нибудь ненависти к кому-нибудь или с идеей какой-нибудь негативной. Для них есть четкое понимание, как мне кажется, что они стремятся к свету, что они стремятся к добру, что они стремятся к каким-то правилам, которые их душа примет, и они будут счастливы в той среде, которая эти правила принимает и разделяет вместе с ними. По большому счету, как мне кажется, эти люди стремятся таким образом уйти от реальности. Уйти от реальности в том смысле, что им не нравится то, что происходит вокруг них, им не нравится, как общаются люди вокруг них, к чему стремятся, как работают. Им, возможно, не нравится то, что происходит на телеканалах, в эфирах. Им не нравятся какие-то официальные позиции. Все может быть, и как их реакция на это, на все, они ищут тот мир, в котором есть ответы на их вопросы, и есть сообщество, которое живет по тем же принципам, которые они хотят иметь. И в этом смысле, опять же, возвращаясь к роли государства и к роли нашего направления в работе от имени государства, именно в этом и заключается наша работа, в том, чтобы быть той рукой государства, которая, условно говоря, держит этот флаг. Тот флаг, который держит та или иная религия. Призыв к определенным принципам жизни, призыв к определенному образу мысли, поведению и так далее. По большому счету, есть как бы две крайности. Одна крайность – та идеалистическая картина, которая предлагает мифология, и та крайность практическая, которую мы, к сожалению, иногда в жизни сталкиваемся. И когда человек выбирает, в какую сторону повернуть, он идет к сказке. Он идет к тому, что может быть мифично, но и более приятно, чем опускаться и идти, так сказать, в реальность жизненную и становиться таким же, как то, что ему не нравится. И в этом смысле роль государства начинает проявляться именно в этот момент. Взять тот флаг, который будет, ну, условно говоря, золотой середины, и идеологически как бы этот флаг держать, это слова. То, что касается дел, максимально свои усилия приложить к тому, чтобы реальная практическая ситуация, то, что мы видим вокруг себя, максимально быстро начинала приходить к той идее, которую государство озвучивает. То есть сперва идея от имени государства и, конечно же, практические шаги, которые люди будут видеть, понимать, поддерживать и сами в них участвовать по превращению нашей реальности вот максимально близко к той картине, которую государство рисует. Ну, собственно, комитет, который вы возглавляете, тесно взаимодействует, по-моему, с епархией, с духовным управлением мусульман. Конечно же, мы не можем с ними не взаимодействовать, потому что мы не можем не видеть в них наших помощников и наоборот, нашего участия в тех задачах, которые они, если это не связано, конечно, в чистом виде с религиозным аспектом, с продвижением каких-то религиозных принципов или формирования каких-то сторонников этих религий, а с точки зрения жизненных ценностей, которые они говорят. В этом смысле, конечно, мы их помощники и на нас рассчитывают и наоборот. Есть то, что мы официально как государство считаем правильным, и, соответственно, их движение в эту сторону нам тоже очень важно. Поэтому не контактировать мы не можем формально, эти контакты обозначены в виде официальных соглашений с собой, с объединением направлениями религиозными. Их руководители у нас есть официальные подписи, есть соглашения, есть конкретные мероприятия, в которые мы вовлекаем эти организации. Ну, например, то, что касается социальной работы нашей или с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, естественно, без их участия, без их слова, без их помощи организационной было бы неправильно нам действовать в этом направлении. И наоборот, когда речь идет о вопросах мира, дружбы среди молодых людей, представителей разных религиозных течений, если мы, собрав молодежь, не покажем им, что взрослые представители, их условные лидеры стоят рядом и ничего не делят между собой, это тоже будет неправильно. Поэтому мы это все показываем. Мы вот то, о чем мы уже говорили, 27 числа, мы обе стороны приглашаем, и они обязательно, мы уже знаем, придут и будут говорить молодежи о том, что важно сохранять мир и быть рядом с друг с другом, что нам делить нечего, по большому счету.
Потому что любая религия говорит, что Бог один, а религии могут быть разные совершенно, но ценности то есть одинаковые. Ну, мы вернулись опять к 27 числу, и я хотел бы по поводу автопробега, который будет сегодня. После известных таких событий у нас Адыгея как-то последние месяцы все время в лидерах информационных, к сожалению, негативных по поводу ДТП и так далее. Не боитесь с автопробегом идти? Ну, как говорится, волков бояться если хотите. В этом смысле мы можем бояться бесконечно очень многих вещей. И то, что касается технических видов спорта, и то, что касается любви нашей молодежи к скорости, к газу, к автомобилю. То, как она воплощается в реальности, это вопрос отсутствия дороги, которую мы могли бы предоставить. Мы не можем закрыть эту дверь, мы не можем закрыть эти краны и запретить людям об этом думать. Просто элементарно потому, что это с точки зрения 21 века никак невозможно. Каждая семья имеет по несколько машин в среднем на своем деле. И каждый отец или мама с папой хотят своему сыну купить подарок. Это реальность, никуда от этого не денешься. Вопрос в том, пойдет ли это на самотек, и так как иногда она случается, или это будет предложено пройтись по какой-то схеме, по какой-то дороге, которая от имени государства, или мы, как старшее поколение, которое предлагаем молодым людям, садящимся за руль. И в этом смысле надо думать о наличии картодромов, которые позволят под руководством профессиональных тренеров с малолетства приучать к любви к машине не только с точки зрения газа, но и с точки зрения того, что это вообще, с точки зрения технического, как объект технический, что такое двигатель, что такое бензин и так далее, и тому подобное. Чтобы своим носом, как говорится, понюхать это все своими руками, собрать и разобрать, а не просто прийти к 18-летию и получить от папы с мамой в бантике какой-то блокированной машины. Это касается и серьезных, так сказать, видов спорта, технически связанных с автомобильным вождением. И очень многие люди у нас этим увлекаются и последние места занимают, но, к сожалению, это приходится делать далеко отсюда, потому что мы боимся предоставить им эту возможность, мы боимся стать центром. Если Сочи активно заявляет себя центром международных соревнований по Формуле-1, почему не мы? Если в городе Краснодаре где-то строят большие автопарки для того, чтобы дать возможность людям адреналин выпрыснуть. Опять же, почему не тот же геокинск? И в этом смысле мы не должны эти двери закрывать. От этого никуда не денешься. Мы не должны бояться. Уход от проблемы – это не решение проблемы. Но, с другой стороны, может быть, этот автопробег даже в какой-то степени послужит таким, дисциплинирует, что ли, как бы, людей, которые в нем будут участвовать, в конце концов. У нас есть автоклубы молодежи, которые формально, может быть, себя никак не зарегистрировали, но тем не менее они к этому стремятся, и они этим занимаются. И в этом смысле нам нужно дать им флаг в руки. Нам нужно дать им понять, что мы их поддерживаем, что они нам нужны, и что через них мы рассчитываем на то, что все то, о чем вы сказали, мы сделаем вместе. Что они как бы из уст в уст, как люди, понимающие, своим ровесникам объяснят какие-то вещи, связанные с техникой безопасности, связанные с порядком на дороге, связанные с тем, что есть понятие солидного поведения на дороге, а есть понятие несолидного, элементарно пацанского какого-то поведения на дороге, и что попытки как-то себя проявить или считая, что это проявление достойного уважения, что это ложные, так сказать, представления. Вот эти все вещи надо доносить. И формы донесения должны быть все использованы. Если это будет автопробег, то значит его надо использовать. Если это автопробег позволяет нам поставить лицом к лицу тех ребят, которые любят машину и лелеют ее и выезжают на дороге с представителями сферы правопорядка на дороге, нашими сотрудниками ГИБДД, и если они в момент организации автопробега становятся рядом, если они друг с другом разговаривают, друг друга начинают слышать и друг другу какие-то пожелания в разных формах высказывать, ради этого даже стоит проводить такие автопробеги, потому что где они еще встретятся, кроме как в момент нарушения правил, когда придется уже не учить, а когда придется уже наказывать. Это просто. Ну, будем надеяться, что в День молодежи все пройдет гладко, без происшествий. Большое спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо за интерес к нашей работе.
Это был председатель Комитета Республики Адыгея по делам молодежи Махмуд Каратабан.